Всем привет! Несмотря на сегодняшнюю популярность картофеля, было время, когда этот овощ люди считали ядовитым. Наравне с помидорами и баклажанами картошка принадлежит к семейству посленовых, некоторые представители которых на самом деле являются ядовитыми. Сегодня картофель, благодаря своей универсальности и дешевизне, принадлежит к одной из самых популярных культур, доступных круглый год. Бытует мнение, что картофель не самый полезный овощ для организма. В этом ролике мы подробно разберем, насколько вреден картофель и в каких объемах нужно есть продукт, чтобы снизить отрицательное влияние до минимума. Поэтому смотрите видео до конца и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на канале. История картофеля. Известно, что родиной картофеля является Южная Америка. Еще в далеком 1565 году картофель использовали в пищу племена индейцев, населявших территорию современного Перу и Боливии. Более широкое распространение корнеплод получил благодаря испанским мореплавателям, которые отправились исследовать материк с целью обогатиться золотом. Но вместо драгоценного металла они нашли картошку, что стало весьма грандиозным открытием, которое и познакомило весь мир с этой удивительной культурой. Распространение картофеля по всему миру началось только в начале XVII века. В России он появился во времена правления Петра I. Им был издан указ о выращивании картофеля по всей территории страны, во всех областях и губерниях. Это вызвало шквал недовольства среди крестьян, которые не хотели отдавать свои земли под выращивание, как они называли чертового яблока. В середине XIX века, во времена правления Николая I, повсеместно начали вспыхивать картофельные бунты. Крестьяне жгли поля, избивали помещиков, уничтожали посевы. И лишь к концу XIX века ситуация с картофелем утихла. Люди перестали бояться отравиться им, стали выращивать его и употреблять в пищу. Постепенно картофель стал вытеснять репу и редьку, прижился на крестьянских столах, и из него научились готовить различные блюда. Картофель и его вред для здоровья. Следует отметить, что химический состав различных сортов картошки разнится, поэтому каждый вид может оказывать различное влияние на организм. А так как в данный момент насчитывается более 7000 видов этого овоща, то нельзя утверждать, что все из них одинаково влияют на человека. Кроме того, организм получает большой вред не от самой картошки, а от тех веществ, которыми она обрабатывалась. Химические вещества. Не секрет, что сельскохозяйственные предприятия используют различные вещества для эффективного выращивания овощей. Так, картофель обрабатывается фунгицидами от вредителей, пестицидами и селитрой для роста. Эти составы, попадая в организм, негативно влияют на него. Последствия могут быть различными, от пищевого отравления до летального исхода. Крахмал. Но даже если вы употребляете картофель, выращенный собственными силами, это не исключает наличие в нем крахмала. Так, в составе этого корнеплода крахмала в разы больше, чем клетчатки, жиров и белков. За счет этого самого крахмала картофель сытный продукт, но в то же время тяжелый. Сам по себе крахмал не усваивается в человеческом организме. Для того, чтобы расщепить сложные соединения крахмала до сахаров, в пищеводе и желудке происходят различные химические реакции. Они проходят при содействии разных ферментов и витаминов. Кроме затрат минеральных веществ, организму требуется время от 2 до 4 часов для полного усвоения. Если же в организме недостаточно биологически активных веществ, которые необходимы для усвоения крахмала, то он может накапливаться, разлагаться в желудке, вызывая расстройство, забивать сеть капилляров. Кроме того, клейковина, образующаяся в ходе соединения крахмала и воды, обволакивает двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник. Это, в свою очередь, приводит к плохому усвоению витаминов и микроэлементов. Тяжелее всего приходится йоду, ведь из-за излишков крахмала он вовсе не усваивается, поэтому начинает страдать щитовидная железа, развивается на этой почве болезней, гипотериоз, онкологические заболевания. Солонин.
Данный алкалоид оказывает губительное влияние на организм человека и животных, способен вызвать отравление, разрушает эритроциты и влияет на ЦНС. Образуется при попадании света на клубни картофеля или в процессе прорастания побегов. Поэтому если картофель зеленый или с большим количеством порослей, его лучше не есть. Польза картофеля для организма. Картофель имеет уникальный состав, благотворно влияющий на человеческий организм. Полезен для здоровья сердца. Клетчатка активизирует метаболизм, позволяет снизить общий уровень холестерина в крови, благодаря чему снижается риск развития болезней сердца и закупорки сосудов, а калий усиливает этот эффект. Витамин В6, в свою очередь, предотвращает накопление в организме гомоцистеина, излишки которого ведут к повреждению сосудов, поддержка для костной ткани. Фосфор, железо, кальций, цинк и магний, которые содержатся в картофеле, благотворно влияют на состав костной ткани, а железо и цинк играют основополагающую роль в производстве коллагена, который важен для суставов и хрящевых тканей. Фосфор и кальций – незаменимые компоненты оптимальной минерализации костей. Здоровье нервной системы. Витамины группы В способствуют выработке гормонов счастья, серотонина и дофамина, а значит, регулярное употребление в пищу блюд из картофеля поможет поднять настроение и почувствовать себя лучше. Способствует работе мозга. Глюкоза и кальций важны для правильной работы головного мозга. Так доказано, что глюкоза, которая поступает в организм с пищей, поддерживает работу мозга, помогая нам концентрироваться и усваивать новую информацию. Калий, поддерживая здоровье сосудов, улучшает снабжение мозговых клеток, обогащенной кислородом кровью, без которых невозможна умственная деятельность. Поддерживает память. В состав картофеля также входит холин. Он важен для поддержания здорового сна, укрепления памяти, улучшения способности к обучению, укрепления мышц. Холин влияет на структуру клеточных мембран, способствует передаче нервных импульсов, метаболизму жиров, а также важен для предотвращения и профилактики хронических воспалений в организме. Рекомендован для рациона во время беременности. Фолиевая кислота – один из незаменимых компонентов в процессе формирования ДНК. Именно фолиевая кислота предотвращает мутации в клетках ДНК и препятствует образованию раковых опухолей в организме. Полезен для пищеварительной системы. Пища, наполненная клетчаткой, оказывает положительное влияние на функционирование кишечника, а также незаменима для тех, кто хочет держать вес под контролем. Клетчатка, попадая в пищеварительный тракт, надолго обеспечивает чувство сытости и препятствует перееданию. Но в этом случае речь идет о картофеле, приготовленном без масла, сала, бекона или других компонентов, которые значительно увеличивают калорийность блюда. Применение картофеля в медицине. Картофель широко используется в народной медицине. В дело идут и сами клубни, и кожура, и даже его цветы. Уникальные свойства корнеплода оказывают положительное воздействие на организм человека и помогают справляться с множеством патологических процессов. Картофель известен многими целебными свойствами. Помогает очистить дыхательные пути с помощью ингаляции при различных лор-заболеваниях. Способен снизить сильную отечность и снять опухоль. Оказывает влияние на артериальное давление, помогая снизить его. По этой причине на основе картофеля готовят разные настойки и компрессы, используемые для лечения болезней суставов. Картофельный сок применяют для лечения болезней ЖКТ, а прикладывание свежего картофеля на пораженные участки помогает справиться с кожными заболеваниями и ожогами. Как выбрать и хранить картофель? Выбирая картофель, отдавайте предпочтение внешне привлекательным плодам, без грязи и трещин. Берите клубни среднего размера. Не покупайте проросший картофель. Хранение картофеля лучше всего осуществлять в сухом, темном и прохладном месте. На этом наш ролик заканчивается. Чтобы не пропустить следующее видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. До новых встреч!